Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 24 февраля, киевское время, 18 часов. Сегодня очень знаменательный день. Сегодня ровно год, как Российская Федерация совершила массированное вооруженное вторжение в Украину всеми имеющимися у нее на тот момент силами и средствами. Наступали практически по разные оценки. Я бы взял, например, если по оперативным направлениям, то по 5 оперативным направлениям было осуществлено наступление, одновременное вторжение с разных сторон. И судя по тому, что мы не разворачивали накануне армию, было очень разное мнение и понимание той ситуации, которая была, то было принято решение на глубинную оборону. То есть противнику дали втянуться в нашу территорию, и дальше начался разгром противника. Сегодня началась вот эта кровавая мясорубка, которая продолжается уже год. Тем не менее, события на фронте происходят. Война никуда не делась. Мы продолжаем воевать. Бои идут так же ожесточенно, как и тогда, в первые дни этой войны. Они стали более масштабными, я бы даже так сказал, несмотря на то, что линия фронта уменьшилась, но количество войск с обоих сторон увеличилось на линии фронта. И поэтому масштаб войны не уменьшился по сравнению с первыми днями, неделями, месяцами войны. Итак, оперативная обстановка. Российская Федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях. В то же время российские оккупанты нанесли 10 ракетных ударов, 31 авиационный удар, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Черниговской, Сумской и 22 населенных пункта в Харьковской области. Также враг нанес удар силами армейской авиации тоже в Харьковской области, что редко довольно бывает, но тем не менее противник иногда применяет и армейскую авиацию для нанесения ударов. Также мы наблюдали движение колонны без опознавательных знаков, я вам вчера об этом говорил. Есть предположение, что сейчас не разглашается, куда прибыла колонна, наша разведка не оглашает эти данные. Скорее всего, Российская Федерация как вариант, может готовить операцию под чужим флагом. То есть они хотят сделать провокацию, от границы ударить по территории Беларуси, по белорусским войскам, которые стоят на прикрытии государственной границы. Потому что именно такое условие сформулировал Лукашенко для вступления Беларуси в войну против Украины на стороне Российской Федерации. Только если украинский солдат переступит границу и придет убивать, как он сказал, моих людей. Мы тогда еще обсуждали по поводу крепостные белорусы или не крепостные. Как их видит Лукашенко, точнее, так правильнее будет сказать. Так вот, вполне возможно, что Российская Федерация может решиться на такой вариант, то есть атаки. И это может быть проведено, кстати, это подразделение тогда может быть из частной военной компании. Потому что армейцы, вряд ли, армейцев, тем более
будут брать на такую операцию. Ждем, наблюдаем и готовимся. На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия. Здесь фронт стабилизирован. Ситуация тяжелая, но тем не менее продвижение противника ни на каких участках Купянского и Лиманского направлениях не произошло. Противник обстрелял более 20 районов населенных пунктов, нанес авиаудары. На этих направлениях за прошедшие сутки враг применил до 6 боеприпасов типа барражирующих боеприпасов типа Ланцет. На Бахмутском направлении противник захватил Верховку и Ягодное. В течение суток из этих деревень уже проводились наступательные действия. Они пытаются продолжать наступление. Продолжаются попытки стабилизировать с нашей стороны, стабилизировать северный фланг Бахмутского выступа. В восточной части города Бахмута ситуация тяжелая. Оккупанты продолжают теснить гарнизон города к реке. На юге города проходят бои на встречных курсах. То есть на южной окраине Бахмута обе стороны атакуют. И там практически идет встречный бой. Мы уже с вами об этом говорили, когда были события в Солидаре, что там тоже применялись встречные бои. Под Кременной противник тоже атаковал наши войска, которые пытались атаковать войска противника. Вот такая вот на Бахмутском ситуация. На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг атакует в районе Новобахмутовки. Возобновил штурмы в сторону Красногоровки. Противник давит между Водяным и Первомайским. В районе Угледара идет ликвидация российской техники. Отмечены безуспешные наступательные действия врага. И враг обстрелял до 25 населенных пунктов на Авдеевском и Шахтерском направлении. То есть фронт практически стоит на месте на Авдеевском и на Шахтерском, можно сделать такой вывод. И обе стороны пытаются на разных участках, завладеть преимуществом. И российская сторона пытается атаковать, мы отбиваем все попытки. Ну вот надо отметить населенный пункт Марьинка. Это город, который держится год. Я напомню, что на восточных окраинах Марьинки проходила линия разграничения по Минску-2. Там были оборудованы позиции. Это можно взять за образец стойкости наших солдат. За год российские войска продвинулись только на несколько кварталов в сторону центра города. Сейчас продолжаются бои за центр города. То есть за год продвижение здесь самое минимальное продвижение на этом участке фронта. Им так и не удалось захватить город. Вчера они попробовали новый очень массированный штурм на населенный пункт Победа. Удалось отбить атаку уже практически в самом селе. Была выбита вся бронетехника, которая принимала участие в этой атаке. И российские войска откатились на исходную позицию. Как прокомментировал один из бойцов, который принимал участие в этих боях, сравнив российских оккупантов с тараканами. Он сказал, лезут и лезут, как тараканы. Вот такая ситуация. Но Марьинка стоит. Надо отдать должное, что населенный пункт год не могут взять российские войска населенный пункт Марьинка. Я считаю, что это может стать новым таким символом противостояния, потому что все-таки продержаться 366 дней это чего-то стоит. На Запорожском направлении огневого поражения досталось 25 населенным пунктам. Там идут позиционные бои, нету атакующих действий со стороны противника и обмен артиллерийскими ударами с обоих сторон. Херсонское направление без изменений.
От российской артиллерии пострадало более 30 населенных пунктов вдоль всей реки Днепр. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу в линии фронта, которая проходит сегодня по речке Днепр, изменений нету. В целях восполнения масштабных потерь в живой силе враг продолжает скрытую мобилизацию в Российской Федерации. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины. Мобилизации подлежат все мужчины вне зависимости от состояния здоровья и желания воевать. Большое количество мобилизованных – это граждане, отбывавшие или отбывающие наказания в пенитенциарных учреждениях, то есть в местах лишения свободы. То есть одна организация сменилась другой, ничего не поменялось. То есть если раньше ЧВК Вагнера вербовала заключенных, то теперь, или бывших заключенных, то теперь это делает Министерство обороны Российской Федерации. Заключенных освобождают при добровольном участии в боевых действиях на территории Украины. Как они это оформляют, непонятно, но тем не менее мы уже узнавали, и я вам об этом рассказывал, что эти заключенные не числятся в исправительно-трудовых колониях. То есть если он сбежит из воинской части, то его правоохранительные органы разыскивать не будут. Его будет разыскивать комендатура, его будет разыскивать подразделение военной полиции, но правоохранительные органы его разыскивать не будут. Он не числится в Федеральной службе исполнения наказаний, ФСИН. В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и в борьбе с патриотически настроенным Украиной населением. Отключение сети интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области. Таким образом, они хотят локализовать и предотвратить утечку информации о состоянии и расположении российских войск на территории Луганской области. Авиация сил обороны за сутки нанесла 17 авиационных ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, состав боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага. Всего за прошедшие сутки защитники ликвидировали 970 российских оккупантов, почти 1000 человек, это 2 батальона полноценных. Уничтожено 13 танков, 7 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем. Кроме того, враг потерял 3 реактивных системы залпового огня, 2 средства ПВО, 4 беспилотника оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и единицу специальной техники. Вот такие вот потери за сутки были нанесены нашими войсками российским оккупационным войскам. Сегодня в годовщину вот этого массированного вторжения президент Зеленский обратился к украинцам, и он сделал 2 обращения. Год боли, сожаления, веры и единства. Он опубликовал 2 поста. В одном видео с нарезкой драматических кадров, а во втором видео обращения к нации. Ну, я заголовок вам назвал: год боли, сожаления, веры и единства. Если есть желание, думаю, что все вы его послушали, посмотрели или прочитали. Повторяться не будем. Ну, а вот такие военные новости произошли в Украине на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. И из военно-политической обстановки она очень интересная. Я начну, наверное, все-таки с мирного плана, который сегодня утром, как и обещала, опубликовал Пекин. Но надо напомнить, что это не мирный план. Везде растиражировали как мирный план. И да, изначально оно так и называлось. Но
почему-то забыли заявление, официальное заявление постпреда Китая в Организации Объединенных Наций, которое прозвучало 22 числа, то есть позавчера, где он четко и ясно дал понять, и это скорее всего связано с тем, что Ван И, представитель Китая, который был в Москве на тот момент, не договорился с Путиным о совместной позиции Китая и Москвы по вопросам урегулирования вооруженного конфликта между Украиной и Россией. И, соответственно, Китай сделал, я вам говорил, даже на мой взгляд, Китай сделал шаг назад. Они сказали, что это не мирный план. Не мирный план, не надо его... Это политическая позиция Китая. Ну, тогда, если это политическая позиция Китая, она состоит из 12 пунктов. Скажу так, что Китай не супердержава, если это политическая позиция Китая. Ну, мирный план, я бы его вообще не называл. Почему? Потому что Китай не сказал ничего конкретного. Размытые фразы, как обычно. Да, может он гигант экономики, но он не монстр в геополитике. Китай все-таки это страна, которая ориентируется на кого-то. И они с очень большой оглядкой, да, они пытаются огрызаться за счет того, что используют Россию в качестве разменной монеты. Но как монстр международной политики Китай оказался, ну, будем так говорить, сильно, очень слабой страной. Итак, в чем же состоит 12 пунктов китайской политической позиции в отношении войны России против Украины? Это уважение к суверенитету всех стран, ну, такая пространная фраза, отказ от менталитета холодной войны, тоже фраза такая очень ни о чем. Прекращение военных действий. Это то, чего хочет Путин. Это путинский нарратив. Немедленно надо прекратить военные действия. Иначе российская армия может просто не выдержать и посыпаться. Восстановление мирных переговоров. С кем переговариваться, если мы говорим, что Путин не договороспособный. И об этом уже говорит весь мир. Все сказали, что и в НАТО, и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах все сказали, что Путин не договороспособный политик. Его даже делегитимизировали на сегодняшний день речью Байдена в Варшаве. Далее, разрешение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций. Кстати, насчет защиты военнопленных, а где же был Китай, когда Российская Федерация творила зверство в Еленовке? Когда они совершали массовые убийства наших военнопленных, которые вышли из завода Азовсталь, защитников Мариуполя, защитников Азовстали. Что-то не очень было видно китайских представителей, которые бы помогали защищать гражданское население и военнопленных. Уменьшение стратегических рисков, содействие экспорту зерна, кушать хочется в Китае, прекращение односторонних санкций, больно, поддержка стабильности промышленных целей и цепей поставок, содействие послевоенному восстановлению. Ну, вот еще раз говорю, да, прочитав эти 12 пунктов, я вам скажу, что обо всем и ни о чем. Страна без конкретики. Кстати, именно так Джейк Салливан, этот советник советник по национальной безопасности президента Соединенных Штатов, именно так и оценил этот план. Он сказал, что предложение Пекина должно было закончиться уже после первого пункта. То есть уважение суверенитета всех стран. Все. Дальше это чистая вода. Прокомментировал так Джейк Салливан. По его словам, прекращение войны может быть довольно быстрым и предполагает вывод российских войск с территории Украины. Это, кстати, это бы закончило войну в один миг, в один щелчок пальцев, если бы Путин дал команду на вывод российских войск из Украины в границах 1991 года. Вот. Такого же мнения придерживается и глава Министерства иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, которая заявила
о нем еще за сутки до публикации плана Пекина. По ее словам, Российская Федерация должна вывести свои войска с Украины и прекратить бомбардировки. Вот это и есть критерий мира. И а дальше уже надо обсуждать гарантии безопасности. Вот такие мнения были. Причем, обратите внимание, Германия высказалась об этом еще за сутки то есть вчера, до опубликования этого плана. Кстати, Олаф Шольц высказал тоже свою поддержку Украине сегодня и сказал, что сколько надо, столько и будет Германия помогать Украине. Так что не дождетесь, как я говорю, россиянам. Я, кстати, читал вкиды российские, что Шольц сказал, что они устали и завтра прекратят помощь Украине. Не дождетесь. Ну и тут же Китай проявляет прыть в других вопросах. В вопросах поставки вооружения. Пытается шантажировать Запад, особенно Соединенные Штаты, тем, что они поставят России беспилотники. И вот немецкое издание Шпигель пишет, что появились данные, которые свидетельствуют, что компания по производству беспилотники Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology может изготовить и испытать 100 прототипов беспилотников ZT-180. Как-то странное такое название, тоже на Z начинается, прям как по заказу России. Перед поставкой их Министерству обороны Российской Федерации до апреля 2023 года. То есть это вот март месяц, они готовы изготовить, испытать 100 беспилотников и поставить их Российской Федерации. По предположениям военных экспертов, такие беспилотные летательные аппараты способны нести боеголовку весом от 35 до 50 килограмм. Но это что-то на замену шахедов. На следующем этапе, как пишет Шпигель, компания-производитель планирует поставлять Российской Федерации компоненты для самостоятельного изготовления около 100 таких дронов в месяц. То есть, еще раз, Китай выступает, точнее описывает, называет сначала это мирным планом, потом дает задний ход и выкладывает 12 пунктов по урегулированию войны нападения России на Украину, и тут же готов поставлять Российской Федерации, стране-агрессору, беспилотники, ударные беспилотники или дроны камикадзе, как угодно тут можно назвать. Это вот очень хочется спросить китайского представителя, это уважение к суверенитету всех стран, что вы готовы дать России вооружение, чтобы они бомбили Украину, или прекращение военных действий. В какой пункт ваших 12 постулатов, которые вы изложили, включить поставки вооружения от Китая Российской Федерации? Вот такая вот двойственная политика Китая на сегодняшний день проявляется. То есть в плане оценки войны полная беззубость, а в плане выгоды и торгов за собственные интересы готовы поставлять вооружение России. Далее, Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украины. И сумма этого пакета 2 миллиарда долларов. США заявили, что предоставят Украине новый пакет помощи на 2 миллиарда долларов. Об этом также сообщил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности. Он был вместе с Байденом в Киеве в начале этой недели во время неожиданного визита. По словам Салливана, Байден во время визита в Украину пообещал президенту Зеленскому, что Украина получит больше артиллерии, больше боеприпасов, больше установок «Хаймарс», а также ранее обещанные американские бронетранспортеры и позже танки. И пакет помощи будет включать в себя следующие вещи. Первое. Дополнительные боеприпасы для «Хаймарс» и ракетных систем лазерного наведения. Снаряды для 155 мм артиллерийских установок. Беспилотники Сибер Люкс К-8, Switchblade 600, Altius 600 и Jump 20.
Далее, оборудование обнаружения беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы с ними. Оборудование для разминирования и коммуникационное оборудование. Сюда входит в первую очередь связь. Вот такой вот пакет помощи на сумму в 2 миллиарда будет сейчас предоставлять нам Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это, судя по количеству боеприпасов, видам беспилотников, в основном все ударные, как я смотрю, это все на контрнаступление. Вот тот пакет помощи на 500 миллионов, который был оглашен в Европе Байденом, это для поддержания ведения боевых действий сейчас в обороне. А вот этот большущий пакет на 2 миллиарда боеприпасов, я представляю какой-то объем. Это, скорее всего, уже для новых бригад. Кстати, об этом мы тоже поговорим сегодня, о новых бригадах, вот, которые готовятся сегодня. И сразу же давайте тогда не отрываться. И следующая новость — это заявление Ллойда Остина, главы Пентагона, то есть военного ведомства Соединенных Штатов. Он сказал, что Соединенные Штаты готовят мотопехотные бригады вооруженных сил Украины. И это позволит прорвать оборону оккупантов, то есть российских войск. Мы учим и оснащаем несколько бригад мотопехоты. Это достаточно существенный потенциал. Плюс дополнительная артиллерия. Все это позволит прорвать российскую оборону и маневрировать. И я думаю, что это создаст другую динамику на поле боя, сказал Ллойд Остин. Вместо того, чтобы зайти в тупик, вот то, что говорят сейчас некоторые аналитики, что на линии фронта тупик. Да, на линии фронта примерно такой, я бы не сказал, что тупик, а патовая ситуация. Когда мы еще не можем наступать, а российские войска уже не могут наступать. И они только в отдельных местах пытаются продавливать нашу оборону. Ну а вот вот эта ситуация с подготовкой нескольких мотопехотных бригад, как заявил Ллойд Остин, она вместо того, чтобы завести войну в тупик, вы, вероятно, увидите, как украинцы ведут борьбу, заметил Ллойд Остин. Вот такая вот ситуация. И, кстати, вот этот пакет помощи в 2 миллиарда и в основном по боеприпасам очень хорошо ложится в это высказывание Ллойда Остина. То есть Соединенные Штаты помогают нам готовить личный состав и сажают его на западную технику. И соответственно, мы этим личным составом будем осуществлять контрнаступательные операции. Следующее — это минута молчания в Британии в годовщину начала российской агрессии в Украине. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил в 11 часов по местному времени общенациональную минуту молчания в годовщину начала российского вторжения. Позже, сегодня во время виртуальной встречи, сегодня пройдет в электронном виде видеоконференции, пройдет встреча лидеров Большой Семерки. И в ней будет принимать участие президент Украины Владимир Зеленский. Встречу проводит Джо Байден, он инициатор этой встречи. Британский премьер хочет выступить там с призывом союзников увеличить вооруженную поддержку Украины. То есть еще дать больше вооружения, чем сейчас в этих пакетах заявлено. В том числе поставку оружия большей дальности для украинских вооруженных сил. То есть то, что мы говорили, дальнобойное вооружение, а именно ракеты с дальностью на 300, может быть 500, а может быть и на 1000 километров. Лидеры Большой Семерки в годовщину полномасштабного российского вторжения обсудят дальнейшую координацию усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за эту войну. Я так понимаю, что не избежать. Трибунал будет. Как говорится в поговорке, матч состоится в любую погоду, так и военный трибунал над Путиным и его окружением, над всеми военными преступниками, заканчивая летчиками и артиллеристами, которые разносят наши мирные города и убивают наше гражданское население. Готовьтесь, списки все будут в трибунале. Все вы получите по заслугам. Доживет Путин до трибунала или не доживет, это уже вопрос 59-й, но то, что он будет осужден как военный преступник,
В этом можно не сомневаться. И те, кто выполнял его приказы. Еще начались акции по всем городам. Я постараюсь, если смогу, если объем знаний мне позволит, я постараюсь это выложить в текстовых в историях моего канала. Вы можете ознакомиться. Если нет, то я просто прикреплю этот список к описанию этого видео, и вы увидите там перечень всех заявленных на сегодняшний день акций протеста. По всему миру, во всех городах проводятся акции протеста у зданий правительства, особенно у зданий российских посольств и консульств. Акции в поддержку Украины, акции протеста против агрессии Российской Федерации в Украине, против жестокой войны, геноцида, который Россия развязала против нашей страны. Там просто список неимоверный, по всему миру люди выходят в поддержку Украины с осуждением России. Кстати, вчера, надо отметить, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая требует от Российской Федерации немедленного вывода войск с территории Украины в границах 1991 года, прекращения боевых действий, вывод войск, и осуждает и привлечение к ответственности всех, кто виноват в совершении этих военных преступлений и развязывании войны между Россией и Украиной. Вот такую резолюцию. 142 страны проголосовало за, 7 стран проголосовало против. Кстати, очень интересный список этих стран. Россия, Белоруссия, Мали, Этрита, по-моему, Египет, если я не ошибаюсь, и кто-то еще. Мали, Этрита, КНДР, да, КНДР. Белоруссия, понятно, сателлит, ничего не может сделать, КНДР. Китай воздержался. Китай в списке 32 стран, которые воздержались. 7 стран против, 142 страны за. Кстати, даже надо отметить, что вот этот флешмоб протестного движения и акций в поддержку Украины, протестного движения против войны России против Украины и акций в поддержку Украины прокатились даже в Российской Федерации. Даже там, несмотря на то, что западные аналитики сегодня отмечают, тот же Институт изучения войны говорит нам о том, что, к величайшему сожалению, но уровень поддержки войны России против Украины в российском обществе не спадает, а держится на довольно высоком уровне. Нашлись люди, здравомыслящие люди, которые вышли и провели своеобразные акции протеста в поддержку Украины. В Казани местные жители принесли фотографии разрушенных украинских городов и антивоенные таблички в Ленинский сад, сообщает телеграм-канал Автозак Лайв. В Томске у Поклонного креста появились стихийный мемориал солидарности с Украиной, пишет ТБ2 или ТВ2. При этом полиция уже начала дежурить в тех местах города, куда жители могут выйти на протест. То есть они уже сразу же принимают меры к подавлению. В Хабаровске задержали активиста, вышедшего на пикет к годовщине войны. Пикетчика с плакатом «Не воюйте» задержали и во Владивостоке, и в Хабаровске, и во Владивостоке. Сообщается, что обоих активистов отпустили из полиции без составления протокола. Кстати, обращу внимание, что Дальний Восток практически, наверное, начиная с протестов в поддержку незаконного ареста и тайного вывоза губернатора Фургала. Там коммерческие интересы пересеклись путинского окружения и местных руководителей. Так вот, с того момента я считаю, что Дальний Восток уже живет практически своей жизнью. Почему? Потому что 3 месяца протестов, и Путин не смог подавить эти протесты. Люди выходили каждые выходные, ходили маршем, а местные
а местные правоохранительные органы, местные там службы правопорядка даже не пустили из соседних регионов ОМОН для разгона этих демонстрантов. Там был инцидент, когда прилетел ОМОН, по-моему, из Томска или из Омска, точно не помню. Но им предложили, не выходя из аэропорта, предложили сесть в самолет и улететь обратно. Местные правоохранители. Так что там вообще ситуация очень даже, я бы сказал, для Москвы непонятная на сегодняшний день. Кто управляет регионом, кто является хозяином в этом регионе. И куда вообще движется этот регион в политическом контексте. Ну вот такие, наверное, новости на сегодняшний день произошли. Нет, еще одна. Ну, как всегда, на пасашок вишенка на торте. Спецоперация России, чтобы отогнать НАТО, ну, Путин же ставил главную задачу. В чем цель этой войны, как говорит Путин вот в своем обращении? НАТО наступает на Россию. Завтра НАТО объявит войну и победит Россию. Вот. Поэтому надо было срочно начать войну с Украиной, чтобы НАТО не вторглось. И отогнать как можно дальше НАТО от границ Российской Федерации. Так вот, можно констатировать, смело констатировать, что эта операция Путина провалилась с треском. НАТО расширила границы, плюс 1000 километров границы с Финляндией. Не то, что ее там сейчас еще не приняли две страны, по-моему, Венгрия и Турция до сих пор не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Это вопрос времени, рано или поздно. Поверьте, найдут рычаги на Орбана и на Эрдогана для того, чтобы они ратифицировали. Или изменят порядок вступления. Вот увидите. Но долго тянуть не будут. Следующий саммит, я думаю, предложит варианты, как принять Швецию и Финляндию в НАТО. И финны 1000 километров границы финской с Российской Федерацией. Может быть, и Карелия захочет вернуться в состав Финляндии. Мало ли. Тем более, что Финляндия теперь в коллективной системе безопасности. Вот вам операция по отодвиганию границ. А я помню ультиматум декабря 2021 года. НАТО в границе 97-го. О чем вы говорите? Какое НАТО? И еще один такой нюанс. Мало того, что границы расширяются, мало того, что НАТО будет в любом случае придет в Украину. В любом. Теперь уже 100% они придут сюда. Они придут обучать наших военных, они придут помогать нам перевооружать нашу армию. Ну и мы будем, естественно, проситься. Кстати, Зеленский уже получил приглашение на Вильнюсский саммит НАТО. И мы будем проситься в НАТО. У меня есть как бы своя позиция, но надо констатировать факт, что Украина может и, скорее всего, наверное, вступит в НАТО сразу после окончания активной фазы боевых действий. Так вот, вишенка на торте. Сегодня в небе над эстонским городом Таллин, это столица, да, жители наблюдали на небольшой высоте Б-52. Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки. А также глава Пентагона Ллойд Остин заявил о более 20-тысячном контингенте, который дополнительно базируется в Европе военных Соединенных Штатов Америки, которых сейчас будут перебрасывать на восточные границы НАТО. То есть в страны Балтии, в Польшу, в Румынию, в Словакию, в Венгрию их будут перебрасывать. То есть плюс 20 тысяч военных США для гарантии безопасности стран восточных стран блока НАТО. Ну и в небе над Таллином. Сколько от Таллина до Санкт-Петербурга или сколько от Таллина до Москвы? Б-52. Баражирует не спеша, так тихонечко пролетает. Вот вам успех путинской операции «Отгоним НАТО от наших границ». Ну что ж, мы на этом первую часть нашего видео с вами заканчиваем. Военную, военно-политическую. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, для тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и через некоторое время мы с вами продолжим.
А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответами на те вопросы, которые вы задали, особенно к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Почему Зеленский так долго, так поздно отдал приказ готовить резервную армию? Это надо было делать еще весной, летом прошлого года. Зачем? Вот зачем? Что значит готовить резервную армию? Всю весну и лето. Есть ответ на этот вопрос, четкий и понятный. Наш ответ очень четкий и понятный. Дело в том, что у нас не было вооружения для этой армии. И что бы мы делали? Мы бы создавали стрелковые бригады, как это делает сегодня Российская Федерация, переодевали бы людей в форму и давали бы им автомат, и все на этом. И возили бы их на автобусах Богдан, как это было в 2014 году, когда не хватало техники даже для добробатов, я уже не говорю о вооруженных силах Украины. Поэтому никто и не готовил эту армию. Сегодня, когда есть поставки вооружения, когда есть есть боевые бронированные машины, есть артиллерия, приходят танки, вот теперь, сегодня мы можем формировать эту резервную армию. И на эту армию возлагаются конкретные задачи. И есть под что проводить мобилизацию. Причем, обратите внимание, наше государство пошло по пути добровольной мобилизации. Мы объявили о создании гвардии наступления и формируем добровольческие бригады. Хотя это все будет оформлено и оплачено, контракты будут все подписаны, это будет все оплачиваться именно по тем критериям, по которым говорило наше руководство. То есть то же самое, что получают военнослужащие на нуле. Вот. Так что все будет в рамках закона и в рамках хорошей финансовой мотивации. Но тем не менее бригады и формируются на добровольческой основе. Следующий. Добрый вечер. Такой вопрос. Как должны реагировать страны всего мира, когда ядерная страна напала на безъядерную? Есть ли какие-нибудь стандарты поведения в этом случае? Нет, никаких стандартов поведения в этом случае нет. И причем, кстати, не на мой взгляд, точнее не на мой взгляд, а если читать международное право, то там никакой разницы нету, ядерная страна напала, не ядерная страна напала. В международном праве написано, что если одна страна нападает на другую и нарушает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах, а у нас, я подчеркну, что у нас с Россией до 2014 года даже мы успели демаркировать Керченский пролив. То есть у нас практически не было вопросов по демаркации государственной границы. Все было признано, все было законно. Так вот, международное право предусматривает целый ряд санкций, ограничений и осуждений для этой страны-агрессора. Почему они не, сразу отвечу на вопрос, почему они не применяются, потому что ООН у нас, у меня такое впечатление, что ООН считанные, максимум пару лет она еще, может быть, протянет. А так, скорее всего, считанные месяцы остались до существования ООН. Как только мы разгромим Российскую Федерацию и война закончится нашей победой, поверьте, сразу же станет вопрос либо переформатирования ООН, либо вообще его распуска. Станет вопрос создания новой системы международной безопасности. ООН в нынешнем виде это мертвый организм, умерший давным-давно. Вот посмотрите, видите, как хорошо, как мы радуемся принятию резолюции о Генеральной Ассамблее ООН. Я напомню, что резолюция ООН носит декларативный характер. Она декларирует позицию ООН. И в качестве исполнительной составляющей она носит рекомендательный характер. То есть Генеральная Ассамблея ООН рекомендует Российской Федерации прекратить огонь и вывести свои войска с территории Украины. Понимаете, в чем смысл? Это настолько дико звучит, настолько это абсурдно. И сколько понадобилось генеральному секретарю ООН на сегодняшний день? Год?
чтобы сообразить, что пора такую резолюцию, пока Украина не принесла текст резолюции в секретариат. А где документы о членстве России в Организации Объединенных Наций? До сих пор секретные, лежат под грифом секретно в секретариате Генассамблеи, точнее в секретариате ООН. До сих пор никто не хочет обнародовать. Вот. Так что я думаю, что вот в этом плане все прописано четко, чтобы вы понимали, и в уставе ООН, и в международном праве, страна-агрессор. Но видите, состояния войны нет ни с одной стороны. Поэтому применить большую часть документов невозможно. Осуждение агрессивных действий, признание России страной-агрессором только на уровне Украины там, и наших некоторых стран-партнеров. На уровне ООН никто Россию агрессором не признавал. Спонсором терроризма никто Россию не признавал. Соединенные Штаты признали ее спонсором терроризма, но это же это как бы личное их государственное дело. Некоторые страны признали тоже, это поддержка Украине. ООН не признавала и даже не ставила такой вопрос на повестку дня. Хотя на Генеральной Ассамблее могли бы такую резолюцию тоже принять. Пусть бы документ был. Поэтому, видите, к сожалению, мир становится гибридным. Поэтому и многие институции доживают свой век, на мой взгляд. Почему? Потому что на сегодняшний день оказались полностью недееспособными. Зерновая сделка, ура! Гутерриш тут как тут. ООН, гуманитарка, с голоду Африка помирает. Ну, сколько уже возят зерно? Больше полугода? Африка уже не помирает с голоду. Но осудить или признать Россию страной-агрессором в рамках ООН как-то не с руки получается. Так что вот так вот. Все прописано в международном праве, но, к сожалению, на сегодняшний день ничего не применяется. В одном из последних видео вы осуждаете Горбачева за развал СССР. Неужели сожалеете об этом? О том, что Украина получила независимость? В этом получается, вы солидарны с одним геостратегом, считающим развал Совка наивеличайшей геополитической катастрофой. Я очень удивлен и, честно говоря, немного даже шокирован, что вы так восприняли мой текст. Я хотел показать, что Горбачев оказался, ну, как сказать, великим управленцем, в кавычках, который, ну, хотя, может быть, даже где-то, наверное, где-то, может быть, даже и все-таки управленцем, который смог развалить этот анклав или этот коммунистический проект вот, под названием «Тюрьма народов». Я лично так считал, что Советский Союз, как Ленин говорил, что мы должны вырастить нового человека, воспитать новую сущность в человеке, человека советского, то есть вообще новый практически вид людей, человек советский. Так писали большевики-ленинцы в 1917 году. И поэтому это очень хорошо, что Горбачев умудрился все-таки, и его таланты, может быть в кавычках или не в кавычках, управленческие таланты дали возможность развалить этого коммунистического монстра. А Путин, кстати, надо сказать о птичках, Путин идет точно по стопам Горбачева. Путин уникален в тем, что он разваливает российскую недоимперию. Империя, она, конечно же, Российская Федерация так и не стала. А вот как недоимперия, он ее разваливает. И сегодня, на мой взгляд, у каждой нации и народности, а их было около 100, как в Советском Союзе, но чуть уменьшилось в Российской Федерации, есть шанс на самоопределение. Как они захотят остаться, уйти, самоопределиться или остаться в составе Российской Федерации, это уже не важно. Но важно то, что Путин своими талантами, опять же в кавычках или без них, умудрился запустить механизм развала Российской Федерации, развала вот этой вот недоимперии, которую он создал. Поэтому я нисколько не жалею. Я очень наоборот рад тому, что и мне, кстати, я принял это
и морально, и как бы осознанно то, что Украина стала самостоятельным государством. У меня был выбор. Даже не то, что выбор, мне пришлось прилагать усилия для того, чтобы вернуться в Украину. Почему? Потому что Ельцин наложил вето на отправку офицеров и прапорщиков в 4 округа. В 4 округа. Ну, Прибалтика уже тогда не рассматривалась, прибалтийские страны уже не рассматривались как возвращение, а вот белорусские, прикарпатские, киевские и одесские округа было запрещено отправлять. Чтобы туда попасть после вывода группы советских войск Германии, ну тогда уже западной группы войск, потом ее переименовали, надо было предоставить документы на наличие там жилья, оформленного на тебя. Не на жену, не на тещу, там, не на свекровь, ни на кого, не на маму, не на папу. А вот если ты ложишь на стол ордер, вот приезжали кадровики, когда распределяли там офицеров. Я был в первой гвардейской танковой армии, она расформировалась на месте, она не выводилась. Мы отправляли, все расформировалось там уже на месте. Третья Магдебургская армия выходила в район тотских лагерей, там в палатках жили с семьями и с детьми. Вот. А у нашей армии уже расформировались на месте. Так вот, приезжали кадровики и говорили, спрашивали, куда хочешь, говоришь, Украина. Они говорят, показывай, есть жилье? Нету, все свободен, вот тебе предписание и шуруй. Приволжско-Уральский, тогда был округ, Приволжско-Уральский, Забайкальский, Дальневосточный, ну, отдельные элементы, конечно же, поехали там в Московский военный округ. А так, прямо подразделениями целыми, там, допустим, у нас в реактивный дивизион практически весь получил предписание в ДВО, в распоряжение командующего Дальневосточным военным округом. Вот. И мне пришлось решать этот вопрос. Я сказал, что я не поеду, я не вижу себя в Российской Федерации. Это не моя страна Украина. Вот. И я приехал в Украину и решал вопрос, кадровый вопрос для того, чтобы вступить в вооруженные силы Украины. Сразу же принятие присяги и постановка в строй вооруженных сил Украины. Поэтому я очень рад, что мы страна демократическая, выбравшая европейский вектор развития, и Россия теперь нас силовым путем, методом войны пытается принудить вернуться в постсоветское дерьмо. Нет, я не сожалею о том, что Советский Союз развалился. Мы бы не увидели вот этого будущего просвета, я бы сказал, даже цивилизованного просвета в 30 лет, до тех пор, пока Путин не решился напасть на нас военным путем. А вот хороший вопрос военный. Что лучше, БМП или Брэдли? Тут даже нету сомнений. Однозначно лучше Брэдли. Сразу скажу, что Брэдли, для сравнения, смотрите. Давайте так, Брэдли называют истребителем танков. Несмотря на то, что у него меньший калибр пушки, у него 25-миллиметровая пушка, у БМП-2 30-миллиметровая автоматическая пушка. Вот. Но мощность пушки настолько велика, что она поражает бронированные цели, в том числе и советские танки. Кстати, Брэдли строилась именно для борьбы с советскими танками и имеет прозвище «истребитель танков». Вот это американская система Брэдли. Советскую БМПшку, БМП-2, Брэдли пробивает броню в любой проекции. Куда бы ни попала Брэдли из своей пушки, броня БМП-2 не выдерживает. Поэтому, а вот если БМП-2 попадет по Брэдли, то только в борт. Между катками она может пробить броню. В лоб 30-миллиметровая автоматическая пушка Брэдли не берет. Так что даже некоторые, я встречал даже название, Брэдли называют легкий танк. В некоторых военных источниках, вот когда описывают боевые действия. Поэтому даже ни в какое сравнение Брэдли не идет. Единственное преимущество в том, что БМП-2 больше берет пехоты, чем Брэдли на борт. Вот, и она более маневренная, легкая, и может плавать, и более скоростная.
Но зато Брэдли более защищенная, более живучая на поле боя. И еще раз говорю, если сравнивать две машины, то, конечно же, Брэдли имеет огромное преимущество. Да, она не плавает, да, она берет меньше десанта, но у нее лучше броня, и она более мощно вооружена. Кстати, если Брэдли применяет боеприпасы, вот 25-миллиметровые снаряды с сердечником из обедненного урана, то тогда Т-72, Т-62, Т-55 пробиваются в отдельных, не во всех проекциях, в лоб нет, но в облическом, то есть в борт пробивается великолепно. В некоторые места типа стык башни и корпуса то же самое. Выводится из строя, клинит башню, и танк становится небоеспособным. Так что тут я бы даже не... Знаете, с кем бы надо было бы сравнить? Ну, с БМП-3. Но в Российской Федерации БМП-3, это там стоит 100-миллиметровая пушка, спаренная с 30-миллиметровой пушкой. И более усиленная у нее броня. Вот с ней, в принципе, можно сравнить. Хотя, я думаю, что и третий БМП в основном уступит Брэдли по основным огневым показательствам. И по стойкости брони тоже уступит. Вот такое бы я сказал. А если сравнивать с БМП-1, ну или с БМП-2, один я вообще не беру, там слабое вооружение, 80-миллиметровая пушка «Гром», вот, и пулемет, нет, это вообще никакое сравнение. Так что лучше Брэдли, сразу скажу. Кстати, российское командование, по данным нашей разведки, российское командование очень сильно опасается появления Брэдли в наших боевых порядках. И даже вот я читал статью в военном обозрении российском, они считают, у меня сложилось впечатление, что они чуть ли не дни считают, когда появится Брэдли на поле боя в составе подразделений вооруженных сил Украины. Они очень этого опасаются, потому что что-то противопоставить этой машине, боевой машине пехоты. Брэдли еще, кстати, считается и боевой машиной поддержки танков. То, что Россия там пыталась целый терминатор создать, 19 штук терминаторов было на конец 2021 года, перед началом вторжения, всего 19 в боевом составе вооруженных сил России. Находились они в первой танковой армии, по-моему, какая там дивизия, Таманская танковая, да, по-моему, в Тамане они находились. Входит в состав первой этой танковой армии, которую, кстати, уже давным-давно разгромили. Скажите, пожалуйста, по стандартам НАТО предусмотрена срочная служба или армия должна состоять только из контрактников? И можно ли ожидать новых призывных кампаний в Украине по окончанию войны? Нет, смотрите, стандарты НАТО в основном предусматривают профессиональную армию. Не призывную, нет. Человек подписывает контракт, и для него это становится профессией. Это отличает профессионала от призывника. Поэтому армия, если мы говорим о стандартах НАТО, то армия должна быть контрактной. Могут еще применяться резервистки, служба в резерве, когда человек заключает контракт, получает за это деньги, но при этом он соблюдает нормы и правила, и он всегда должен быть в форме, то есть в хорошей физической форме, плюс должен проходить сборы по переподготовке и повышению квалификации своей военной, и по первому сигналу прибыть в часть и стать на свое штатное место. То есть контракт, и там контракт. Либо контракт очной службы, либо контракт службы в резерве. Но контрактная армия. Что касается новых призывных кампаний, то нет. Зачем? Если война заканчивается и отменяется военное положение, то и отменяется положение мобилизации. И набор в армию осуществляется путем вербовки желающих. То есть хочешь на контракт, пожалуйста, иди в территориальный центр комплектования, подписывай контракт, становись
в строй. Я думаю, что в Украине сохранится какое-то время на переходный период, возможно, сохранится еще призыв на срочную службу. Хотя на сегодняшний день нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что мы откажемся от срочной. Мы можем иметь и смешанную, вот как Бундесвер, там смешанная армия, есть призывная, есть контрактная. Вот. Ну, я бы был сторонником контрактной армии и резервной армии, вот двух типов армий. Но от срочников я бы все-таки отказался. Посмотрим, как будут развиваться события. Насколько высоки риски, что Китай начнет поставки оружия России? Что тогда будет? Чем обернется? Есть люди, которые могут спрогнозировать этот ход? Так любой может, пожалуйста, спрогнозировать. Скажу так, что все будет зависеть от объема и типа поставок вооружений. Я в оперативной обстановке, мы сегодня с вами обсудили, что Китай рассматривает вопросы поставки дронов камикадзе Российской Федерации. Россия шахедами, видимо, Иран понял. Ну, вы знаете, если Иран уже понял, что лучше дроны не поставлять России, то я думаю, что Китай в конечном итоге, наверное, все-таки не поставит. Или поставит первую партию 100 штук, и тогда у Соединенных Штатов и у Европы будет основание закрутить гайки Китаю. То есть ввести против Китая санкции, что для Китая будет катастрофой в экономическом и финансовом отношении. Так что, вот, кстати, читая эти пункты, которые изложил Китай, якобы это их политическая позиция по урегулированию конфликта Украины, это России против Украины, вот, то у меня складывается, видите, они там написали отмена односторонних санкций. Для Китая очень больно сегодня вводить санкции против Российской Федерации. Но еще раз говорю, одна цифра только говорит сама за себя. Это товарооборот Китая с США и с Европой. Посмотрите, в сравнении с Российской Федерацией. Спросите у Google, он вам покажет, и вы поймете, в чем разница. Поэтому Китай может еще какое-то время повыпендриваться, пока не разозлит Соединенные Штаты и Европу в плане того, что попробует поставить, я даже не берусь сказать, что успеет поставить до угроз введения санкций, а попробует только поставить вооружение Российской Федерации. А вообще, если брать гипотетически, то я уже вчера говорил, подробно рассказывал, что у Китая огромное количество советских образцов вооружения. И если бы Китай поставил это вооружение России, то нам бы было крайне тяжело. 400 тысяч на танках и бронетранспортерах для нас это было бы неподъемная сила. Перемолотить эту армию. Вот. Даже на западном вооружении это было бы очень и очень тяжело. Потери были бы несоизмеримые, очень большие. Вот. А сегодня, когда это стрелковые полки на грузовиках и вагнеровцы на автобусах, это решаемая проблема. А мы на Брэдли и на Мардерах и на этих самых. Кстати, вот в России еще забыл сказать, из России там очень опасаются, что еще после Брэдли сразу Мардеры придут, потому что немцы тоже спохватятся и скажут, как это. Брэдли дали американцы, а мы Мардеры не дадим? Не, даем. А Мардер ничем не хуже Брэдли. И получше БМП-2 будет. Вот. Так что Китай, если бы гипотетически начал поставлять вооружение России, то нам бы было очень и очень тяжело. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, звідки в Північній Кореї атомна зброя? Яка там армія, якщо вони так бідно живуть і не мають технологій? Все им дали. Вот за счет того, что они живут бедно, за чашку риса они готовы служить. У них армия очень большая, если я не ошибаюсь, больше 1 миллиона. У них там практически вся страна завязана на вот эту военную службу. Они служат очень много, там, по-моему, до 15 лет мужчины и 7,5 лет женщины служат. Почему они накапливают форму, а потом носят ее до конца своей жизни. Вот. Все они получают вот какое-то минимальное денежное довольствие. И фактически магазин на это
ну, деньги такое себе, я скажу, что номинал, точнее не номинал, они номинальные сами по себе. А в основном это карточки, карточная система, вот эти цветные ценники, я вам рассказывал. Вот. И их кормят, и причем кормят и в прямом, и в переносном смысле. Их Китай поддерживает. Китай им поставляет как бы товары и продовольствие. Советский Союз когда-то тоже поставлял и товары, и продовольствие, и технологии. Российская Федерация как правопреемница тоже. Там, кстати, кусочек границы есть, по-моему, но очень маленький. Там буквально пару десятков километров кусочек границы. Есть железнодорожная ветка. И вот по ней можно завозить все, что угодно. И, кстати, Российская Федерация с Китаем конкурирует в плане поставок Северной Кореи, в том числе и технологий, и вооружения. Почему? Потому что таким образом они используют Северную Корею для раскачивания ситуации в азиатском регионе. То есть это такой как марионеточный режим, который можно подергать за ниточки, дать там лишнюю чашку риса Ким Чен Ыну и сказать: давай, брат, ну-ка пусти 2 ракеты в Японское море, чтобы Штаты и Япония там, и Южная Корея, или запусти беспилотники вот эти в Южную Корею. То есть они постоянно раскачивают, с помощью Северной Кореи раскачивают ситуацию и тихонечко ей передают все. Конечно же, Кореи нету. Вы знаете, что у них в артиллерии тягачи, трактора. Трактора, обычные сельскохозяйственные трактора, тягачи китайские, являются тягачами в артиллерии. Вот. Если бы не Советский Союз и Китай, то Северная Корея бы победила в этой войне 51-53 годов. Советский Союз опять же, воевал на стороне Северной Кореи, инструктора, летчики там воевали и так далее. Спецназ, десантура там принимала участие. Пехота нет, конечно, танкисты нет, но вооружение давали, инструкторов давали, советников давали, специалистов, узких специалистов типа летчиков давали. Вот. И таким образом создали себе. Это точно так. Северная Корея создана точно так по тому же лекалу, по которому вот Россия создавала Приднестровье, ЛНР, ДНР, Осетию и Абхазию в Грузии. Это все один в один. Это все старые советские лекала Советского Союза. Вот этой вот коммунистического монстра, который везде насаждал социализм, везде нес, как еще Ленин говорил, на штыках надо принести коммунизм, или тогда Ленин говорил про социализм, надо разжечь пожар мировой революции. Для чего? Для того, чтобы стать диктатором, объявить военный коммунизм и стать диктатором. Вот военный коммунизм, пожалуйста, наблюдайте в Северной Корее. Вот это чистой воды, практически чистой воды военный коммунизм. И таким образом им все передается тихонечко под видом научных разработок, под видом товаров двойного назначения, передаются, и потом смотришь, хоп, у Кореи уже есть своя ракета. Хоп, у Кореи есть уже своя пусковая установка, которая где-то отдаленно напоминает некоторые пусковые установки бывших советских образцов. Вот. Ну и то же самое с ракетами. Так что хватает, в кавычках, добрых людей, которые поддерживают Северную Корею на плаву. Она им нужна как вот такой гнойник, который можно каждый раз надавить на него, и чтобы из него вылезла какая-то порция гноя. И начала вонять на весь азиатский регион. Вопрос, может стоит посылать впереди тяжелый Абрамс или Леопард 2, а за ним, прячась за его броню, пару-тройку слабеньких Леопард 1 или словацкий Т-55. Ну, вообще-то танки так не воюют. Идет, опять, вы мне напомнили Вторую мировую войну. Вот именно так описывает Валентин Пикуль в своем произведении «Площадь павших борцов», описывает боевые эпизоды 1942 года. Когда танк, если на участке фронта была 34-ка, то она быстро доезжала до позиций немцев и старалась максимально раздавить
именно раздавить, и начинала ездить вдоль и поперек по позициям немцев. Почему? За счет маневренности. Скорость, маневренность и, естественно, с применением пушки. А если, и главное было доехать до немецких позиций, потому что немцы не могли применять противотанковые средства дистанционно. Вот. А если был танк КВ, тяжелый танк КВ, то он выезжал на середину нейтральной полосы и методическим огнем выбивал огневые средства из обороны немцев. А все снаряды, которые летели в КВ, они просто отскакивали на рикошет, потому что пробить его броню было практически невозможно. Вот так вот, вот точно так же вы предлагаете, что опустить впереди Абрамс или Леопард, чтобы он остановился, начал выбивать огневые средства, а из-за него начали выезжать там Леопарды первые или... Нет, его надо пускать, построение боевого порядка так не делается. Легкие танки идут вместе с средние, точнее это не легкие, Леопард 1 средний танк. Средние танки идут вместе с тяжелыми. У них, да, есть свои недостатки, но есть и свои преимущества. Именно маневренность этих танков. И вы же не забывайте, что современные технологии, сегодня эти танки могут вести огонь и на ходу, причем прицельный огонь в движении и по движущейся цели. Вот. Так что современное оснащение этих танков абсолютно позволяет ведение такого вида огня. А вот поддержать танки могут боевые машины пехоты, типа Мардера, типа Брэдли, ну те, которые у нас имеются, БМПшки, тоже могут. И пехота. Вот если пехота поддерживает танки, тогда все хорошо. Сверху авиация, сзади пехота за танками. Вот вам классическое построение боевого порядка в наступательной или в контрнаступательной операции. Доброго вечора. Як ви дивитесь на зенітні пушки меншого калібру, на пряму наводку по піхоті, снаряди розрівні і переміщати легше? Вельми вдячний вам за вашу інформацію. Слава Україні! Смотрю отрицательно. Сразу объясню почему. Потому что зенитные пушки, да, они хорошая скорострельность, могут плюс разрывные снаряды, вы правильно говорите. Если правильно выставить дистанцию, то они будут рваться как раз над окопами этих самых взводных или ротных опорных пунктов противника. Но это орудие открыто расположенное, понимаете? А вы предлагаете поставить его на прямую наводку. Что такое прямая наводка? Вижу, стреляю. Дальность прямого выстрела не более 2 километров. А это значит, что как только эта пушка начнет стрелять, ее обнаружат, по ней будут работать танки и артиллерия противника. Сразу же. И достаточно будет одного осколочно-фугасного снаряда для того, чтобы положить расчет этой пушки. Или осколками посечь и вывести из строя. Вот почему мы говорим, вы видели, обратите внимание, наши бойцы выкладывают видео с работой минометных расчетов. Вы видели, чтобы миномет стоял на открытой местности? Нет, он всегда стоит либо за бугорком, либо в окопе. А почему? А потому что любой осколочный снаряд, разорвавшийся рядом, убивает или выводит из строя расчет миномета. И все, уже вести огонь некому. Поэтому мы говорим, что нам нужны что? Самоходные минометы на бронированной базе. То же самое здесь. Шилка прекрасно, она бронированная, она самоходная. Ее четырехствольная, 4 пушки 23-мм автоматически могут чудеса творить. 2 километра как раз у нее дальность, она может выносить все что угодно с позиции. И она может выехать на позицию, отстреляться и уехать. И осколочный разрыв рядом с этой самоходкой ей не страшен. Вот в чем разница. Поэтому пушки эти ЗУ-23-2 применяются, да, я согласен, в виде тачанок, но опять же они применяются на коротких временных промежутках и сразу же стараются их уводить в укрытие. Почему? Потому что их в первую очередь начинает подавлять противник всеми средствами.
Вот. Поэтому, кстати, зенитная пушка, она еще и развертывается очень долго. Ее надо вывесить, ее надо привести в боевое положение, вывесить на домкратах, подготовить кассеты с боеприпасами, потому что у нее скорострельность очень большая, там подаются кассетами боеприпасы. Их надо заранее оснастить, рядом должен быть тягач, в котором находятся эти боеприпасы и кассеты, и все остальное. Нет, это немножко не та специфика. Добрый день, у меня вопрос. Достаточно ли у нас будет танков, чтобы провести контрнаступление весной и освободить, например, Мелитополь и весь юг Украины? Я думаю, что будет достаточно танков. Ну вот видите, я сегодня даже привел слова Ллойда Остина, что будут танки, будут боевые машины пехоты, и это позволит вести маневренные наступления маневренными группами. И это все позволит и прорвать оборону, и вести наступление. Плюс, смотрите, сегодня там, допустим, видеоконференция Большой Семерки. Естественно, что Большая Семерка постановит? Увеличить объемы поставок. Или хотя бы держать в том же самом темпе. То есть следующий Рамштайн, который будет в середине марта, даст, допустим, еще 300 танков. Итого это будет 600. А потом еще, допустим, 300. Это будет 900. Хотя Байден говорил про 700 танков. Но там некоторые аналитики спорят, говорят о том, что эти цифры, которые назвал Байден, это то, что уже поставлено. 700 танков за год Украине. Что Байден якобы это назвал. Хотя, я не знаю английского, кто знает в оригинале, послушайте речь, вот это именно фразу Байдена, что он имел в виду. Может быть, это особенности перевода, может, действительно это не обещание на будущее, а это констатация того, что было поставлено за прошедший год. Он сказал, что 700 танков, а перевели, что мы вам дадим. Неважно, в любом случае, сегодня будет решаться еще вопрос Большой Семерки об увеличении поставок, поэтому хватит. Этого хватит для того, чтобы прорвать оборону противника и развивать наступление в глубину его обороны. Розкажіть, будь ласка, про ті склади з боєприпасами, що в Придністров'ї. Теоретично вони ще годяться для використання. Ключевое слово в вашем вопросе теоретически. Теоретически эти склады годятся, пригодны для использования. Но прежде чем их использовать, придется делать отстрел партий снарядов и других видов боеприпасов, которые там хранятся. Опять же, мы не знаем с вами, условия хранения, насколько они сегодня соблюдаются на этих складах. По нормам Советского Союза снаряды были выпущены именно тогда, поэтому я опираюсь на приказ министра обороны Советского Союза, срок хранения боеприпасов 25 лет. Каждый год, мы в Германии, каждый год мы перебирали боеприпасы, и те снаряды, которым исполнилось 25 лет, изымались, и их не отстреливали, их не запрещалось отстреливать. Их увозили на подрыв, и они уничтожались методом подрыва. Дешевле было их подорвать на месте, там в Германии на полигонах, чем ввести в Советский Союз, допустим, на утилизацию или на переработку. Поэтому мы их подрывали. 25 лет. Сегодня прошло больше 30 лет с развала Советского Союза. Понимаете, в чем фишка? Там может быть прогнившие гильзы, нарушение герметичности гильз артиллерийских, нарушение, коррозия боеприпасов и так далее и тому подобное. Поэтому теоретически они могут нам пригодиться. Допустим, там есть одна особенность этих снарядов. Я знаю, что там есть боеприпасы к гиацинту, самоходному и буксируемому гиацинту. 2.36 это буксируемый гиацинт Б, и гиацинт С это самоходный 2С5. Так вот, там есть снаряды О-14. Это снаряды повышенного могущества. В них применяется не тротил, а гексоген. Они, повышенного могущества снаряды,
даже интересно было бы их применить по российским войскам. Но весь вопрос в условиях хранения, весь вопрос в состоянии самих боеприпасов. Если брать, еще раз повторюсь, приказ министра обороны Советского Союза, когда эти снаряды выпускались, они выпускались по технологии с учетом условиям хранения не более 25 лет. У меня вопрос. Добрый день, у меня вопрос. Сможет ли одна батарея Patriot в случае размещения ее в Харькове контролировать небо над Белгородом и избивать ракеты С-300 еще над российской территорией? Да, конечно, может. Кстати, Patriot, он же считается дальнего радиуса действия. 200 километров дальность поражения. Для него, по ракетам там, правда, маленькая, по ракетам там у него 40 километров дальность поражения, но он видит. Вот в чем преимущество вот этого Патриота, почему он противоракетным называется? Потому что он видит пуск ракеты. Когда он видит пуск ракеты, он успевает просчитать траекторию, точку встречи. И вот эти, как писали даже сами харьковчане, что 40-50 секунд летит ракета. Так вот, Патриот успевает среагировать и пустить противоракету для перехвата вот этих баллистических целей. Если придет Патриот или придет, допустим, Мамба комплекс, и он будет поставлен в Харькове, у вас есть вероятность того, что количество ракет, долетающих до Харькова, может резко снизиться. Вот что может принести вам поставка комплекса Patriot в районе города Харькова. Главное их дождаться. Пока что мы ждем, набираемся терпения и ждем. Ну что ж, на этом мы, наверное, вторую часть ответы на вопросы тоже закончим. И у нас остается с вами третья часть, это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. Итак, первым комментарием сегодняшнего дня будет следующее. Честь солдата и гражданина – это защищать свою родину и будущее своих детей. А умирать оккупантам на чужой земле за стиральную машину или хохлядское мороженое вкусное – это позор и преступление. Вот такой вот комментарий для, я так понимаю, для российских солдат. Хвала Словакии, респект словацкому народу за четкую позицию, словацкому министру низкий поклон от простой украинки. Слава вооруженным силам Украины. Если нас слушают в Словакии и смотрят, то видите, как украинский народ благодарит за позицию по поводу. Это, я так понимаю, это что словацкий министр указал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, куда правильно идти с Россией и с ее поддержкой. Он ему указал курс, как российскому кораблю наш пограничник с острова Змеиный. Нельзя вести переговоры с теми, кто пришел тебя убивать. Голда Меир, премьер-министр Израиля, уроженка города Києва. Слава вооруженим силам України, молодці, так тримати, перемога буде за нами. Мы на своей земле. Ну, тут даже нечего сказать. Все в точку. Год назад никто в Кремле не ожидал, что украинцы будут сражаться за свою родину. Думали, что перед лицом смерти люди сдадут свои города, откажутся от свободы, предадут все свои принципы, согласятся на рабство и унижение. В Кремле мерили по себе. Это точно. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как украинцы красиво, талантливо, с тонким юмором опускает российских пропагандистов. Ну вот даже такой коментарій. Доброго дня! У цьому відео ми розповідали про начинку снарядів цвяшками з оперенням. Так ось, у Нікополі після обстрілів люди відрами їх збирали у себе на подвір'ях. Дякую вам дуже. Цікаво дивитися відео. Слава Україні! Ну,
вполне возможно, что Россия применяет боеприпасы с картечью, вот эти с убойными элементами 3Ш1, 3Ш2, наверное, потому что дальность 3Ш2 это 152 миллиметровый снаряд, 3Ш1, к нему, кстати, в снаряде 3Ш2 152 миллиметра, порядка 10 тысяч убойных элементов. Иногда кажется, что Россия создана только для того, чтобы показать другим, как не надо жить. Это сказал Чаадаев. На России пока нет высокоточного оружия. Самое высокоточное оружие России это телевизор. Поражает мозг даже у тех, у кого его нет. Да, на юмору не отнять у нашего народа, это точно. Диктаторы при голосовании были предсказуемо против того, чтобы оккупант вывел войска с чужой земли. Чтобы убийства продолжались. К ним присоединились и те, кто воздержались. Получается, также за действия агрессора Украина показала миру, кто есть кто. Это по голосованию в Генеральной Ассамблее, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции об осуждении агрессии Российской Федерации против Украины. Кто в Киеве не бывал, красоты не видал. Слава Украине и ее мужественным гражданам. Ну что ж, спасибо большое. Вот на этой мажорной ноте мы с вами закончим сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, вы тогда будете получать уведомления о свежих видео и смотреть эти видео в оригинале, а не на этих самых перепощенных каналах и потом спрашивать меня, что вы не смогли найти мой оригинальный канал. Вот. Поэтому еще раз приглашаю, подпишитесь, поставьте уведомления и поставьте лайк этому видео. Если оно вам понравилось, тогда YouTube покажет его в топе и его смогут увидеть как можно больше людей. Я благодарю спонсоров и тех, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продовжуємо вірити Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!